Всем привет, это канал «Жизнь барахольщика», меня зовут Александр, и у меня несколько скупок в городе Санкт-Петербург. Я заехал в одну скупку и собрал вещи, которые принесли за неделю. И сейчас мы посмотрим, что приносят в скупку, и вот какие вещи принесли за неделю. Поехали! Вот эти вот все вещи, вот эти вот пакеты, какие-то коробки, это все принесли за неделю в одну скупку. И сейчас мы подробно посмотрим, какие вещи несут. Такая скалка и две такие палки отбивать вещи, когда стирать. Или что это такое, не помню. Купили все вот эти три штуки за 200 рублей. Фотоснайпер «Зенит» купили за 1800. Здесь объектив Гелиос 44, большой объектив, не помню, 300 метров. Приклад, он прикрученный, его надо откручивать. И вот «Зенит», он такой немножко грязненький, потертый, но у нас есть вот это вот в идеальном состоянии отдельно. Так что мы его прицепим сюда и продадим 1000 за 7-8. Часы «Янтарь» с боем, сделаны в СССР. Купили за 300 рублей вместе с ключом. У нас их очень много. Обычно мы их продаем по 1,5, по 2. Как повезет. Но бывает они сломаны, и тогда мы продаем за эти же деньги, которые купили. Вот внутри еще какой-то ключ, похоже, от сейфа. Кто-то спрятал и забыл. Это у нас гармошка или аккордеон, не помню. Ох, гармошка, их нам несут. Мы их стараемся не покупать. Сказали 100 рублей, и он оставил ее. Забрал 100 рублей. Это целый геморрой, и мы их постоянно носим, таскаем. Продаем по 500, по 800. Иногда удается по 1500 продать. Но вот это таскание туда-сюда, это убивает. В этом пакете у нас глобус. Купили за 150 рублей. Но туристы и наши люди любят покупать их. Обычно продаем по 1000, по 1500, но очень-очень долго. Рог лося купили за 200 рублей. Целая стопка патефонных пластинок. Чудо-песенка. Мы их покупаем по 3, по 5 рублей за штуку. Быстрый танец. Их у нас уже более 10 тысяч штук. Не знаем, что делать. Были бы рады продать оптом. Рублей по 30, по 50. Так, конечно, среди них попадаются какие-то пластинки, которые стоят 500, 300 рублей. Да-да, нет. Но основная масса это вообще не продажная. Они копятся в геометрической прогрессии. Ломаются. Очень тяжелые. Московская ночь. И как бы очень тяжело с ними заниматься, много места занимают. Хотя прикольно, интересно. Музыка вообще тут необычная. Такую даже молодежь и мамы, папа даже не слышали. Слышали, но большинство исполнителей вообще другая какой-то, как будто другой народ пел. Как бы наш, советский, все понятно, что поют, но вообще по-другому все, что не сейчас. Только классика, вот какие-то знаменитые песни у всех на слуху, а остальные это первый раз слышу. Часы «Янтарь». Вот их приносят постоянно. Ты говоришь, не надо. Говоришь, 50 рублей, и вот умоляют, и даешь 50 рублей, они оставляют. А ты потом мучаешься с этим, ходишь туда-сюда. Вот эти вроде бы за 150 купили, потому что здесь ключ и маятник. Но их просто безумное количество. Они их несут. Последний раз мы психанули и продали 40 штук по 300 рублей. Сами продали. Пластинки «Мелодия». Их мы покупаем по 5 рублей. И иногда залетают вот такие интересные, как Луи Армстронг. Основное, это вот все одно и то же. Ну вот аквариум, наутилус, эти такие ходовые. Шкатулки керамические, но современные. Графинчик такой. Как бы ты хочешь это не покупать, но люди все равно приносят. И какую-то вещь ты покупаешь, какую-то интересную одну, а это все достается, грубо говоря, в довесок, и приходится таскать, носить. Мы тоже устраиваем акции, распродаем это все. Это вот ПДИчка, старая, но жалко отколотая, так что большой ценности не представляет. Вот это мы все купили там, за обошлось рублей 50, как бы в целом. Это вот все в акцию, рублей по 200, по 100, по 300. Танк игрушечный за 100 рублей. Берите. Ну, не знаю, будете играть. Барельеф Сталина латунный на подставке купили за 600 рублей. Картина репродукция за 100 рублей. Тоже мы их стараемся не брать, но несут. И приходится покупать за 50, за 100. Книга старинная «Как надо строить дома». Практическое строительное искусство.
Вот это интересная книжка, мы ее купили за 400 рублей, 1912 год. Светильник достался довольно-таки дорого, мы его купили за 500 рублей. Но он такой антуражненький, жалко нет плафона. Ну, будем ждать покупателя. Видеокамера Красногорск обалденная, с прикладом. Я сейчас соберу, покажу со всеми кассетами, со всеми фильтрами. Немного обманул, приклада не оказалось, но офигенная камера. Обалденная. Купили мы ее за 1000 рублей. Красногорск 3. Очень антуражная. Я помню, мы такие продавали по 5, по 6. Китайцы очень любят. Обычная чеканка. Купили за 100 рублей. Термос Олимпиада Москва 1980 год. За 50 рублей купили. Вообще, на самом деле, раритет. Это тоже за 50 рублей. Термос. Это вот за 100 рублей продают в Икее. Чехол от опасной бритвы. Бритва за 50 рублей. Пачка денег царских. А это уже, может быть... Хотя, да, царские еще. 50 копеек. Мы всю ее купили за 100 рублей. Зайцы ЛФЗ. За 100 рублей. Гжель. Такая ворона за 50. Шахматы. Шахмат очень много. Вот эти купили за 150 рублей. На рынке мы их продаем по 800, по 1000. Все кричат, что на eBay они уходят. Но надо попробовать. Но на рынке у нас скапливаются пачками они. Мы их иногда устраиваем акции, продаем по 500, по 600. Утюг. Мы их продаем по 300, по 400 рублей. Купили за 50. Сундучок такой. Вот это классический, к нам постоянно приносят, очень часто. Купили мы его за 150 рублей. Книги. Книга Оскар Уайльд. «Счастливый принц». Старенькая. Виктора Гюго. 1899. Их мы обычно берем по 200, по 100, по 300 рублей. Вот это какая-то интересная, я помню. Это у нас что такое? Полное собрание сочинения Георга Гоптмана. Том 1. Это собрание сочинения Жуковского. Состояние плохое, купили за 150 рублей. Технику вообще не берем, это кто-то нам просто бесплатно отдал. Какие-то Самсунги, планшеты. Мельхиор. И значки. Сейчас поближе посмотрим. Мельхиоровые ножи, ложки и вилки. Мы купили по 50 рублей за штуку. Потому что они в хорошем состоянии. Обычно покупаем по 30. Вот эти вот купили мы по 30 рублей. А здесь приличненькие наборы. Ими не пользовались. Их быстро купят. Целая горка значков. Но все алюминиевые. А здесь есть, попадаются олимпийские мишки. Купили мы эту всю кучку за 300 рублей. Обычно приносы так и выглядят. Каких-то пару купюр, пару часов, пару каких-то брелков, какой-то камушек, часы, запонки. Вот так вот все приносят. И обычно вот это вот такая вот кучка. Мы их покупаем 200-300 рублей. Вот здесь брошка, камея. Вот эту кучку мы купили за 300 рублей. Часы. Вот эти интересные. Маяк. Вот эти тоже спортивные с велосипедом. Юношеские. И это у нас... Какие-то интересные, тоже юношеские. А это вот у нас Кама. Тоже необычные часы. Брошка. Вот это хорошая покупка какая-то такая необычная. И еще, ох ты, 875 проба. Зажим для галстука. Жалко, нету кусочка. Блин. Бывает, попадается вот так вот серебро. Никто не заметил. Ни кто продавал, ни кто покупал. А заметил уже я. Пластинки приносят обычно целыми пакетами, люди избавляются. Вот эти вот патефонные все, танго, марка Вебер. Вот также мы их покупаем также по 3, по 2, по 5 рублей. Все зависит от человека и от нам, надо это или нет. Вроде бы прикольные, необычные пластинки, но их настолько много. Это отдельная история. Вот эти все пластинки мы купили по 3 рубля за штуку. Я не помню, насколько это вышло, но рублей на 200, на 300. Надо их перебирать, смотреть, какие редкие. Это у нас придут знакомые, друзья, и нам подскажут. Приносят прямо вот в таких видах, прямо дома сгребают все. Вот и здесь и часы на батарейке за 50 рублей купленные. Мелкие пластинки миньоны. И также
утюги. Ничем не интересный. Подсвечничек еще такой необычный. Его мы купили за 100 рублей. Оп, кость. Вот это все мы купили за, помню, за 300 рублей. Здесь кулон костяной, слоник изображен, бусы и брошка, сделана из кости. Такая вот шкатулка стеклянная за 50 рублей. Утюг дорожный, тоже за 100 рублей купили. Такая вот орешница. Она, кстати, востребована, ее на рынке бегают. Это здесь грибочки. Продают их по 700, по 800 рублей. Купили за 150. Мишка. Он за 700 рублей нам обошелся. Он мне скидывал фотографии. Я ему оценил 700, он прибежал и продал его. Ну, интересный, силуминовый. Проработанный, даже очень хорошо. Очень много приносит мелочевки. Вот это олимпийские мишки. Мы купили за 200 рублей. Такой какой-то вот крестик серебряный. Это вот одна единичная сережка. Каких-то кучек монеток. Мы их покупаем там по 20, по 30, по 50, по 100 рублей. Юбилейные монеты. Обычно мы такие по 20, по 50 покупаем. Слоненок. Лисенок. Их обычно приносят какими-то кучками. И за кучку там 100, 200, 300, 500 рублей. Немного старинных фотографий. Кто-то принес своей семьи. Вот такие вот замечательная пара. Такой малыш. Дедушка, бабушки и дяди от Витюшки. 2 годика. 2 годика-то слишком большой какой-то. Значки. Здесь отличный погранвойск. Такой значок. Так. Это у нас случайно попало. 2 подсвечника. Ну, такую вот эту кучку мы купили за 200 рублей. Фотографии с чем-то, я не помню, за 50. Такая лупа, просто купили для себя за 50 рублей. Этот солонка, жалко нету самого главного. Это солонки-перечница. Мы ее купили за 50 рублей. 2 подсвечника за 100 рублей. И такой сфинкс, ну это гипсовый, просто вот, не знаю, в куче чего-то. В этом пакете должна быть интересная вещица, я ее попозже покажу. А так это Индия. Мы обычно классически покупаем по 300 рублей. Это 60-е, 50-е года. Фотоаппарат «Смена». Ничего особенного. Мы их берем по 100 рублей. Самый массовый фотоаппарат планеты Земля. Это сейчас я покажу поближе. А, еще вот такая вот картинка. Фу, фотография старинная. Здесь портрет Николая II в раме, в хорошем паспорту. И какие-то вот кадеты, либо ученики. Здесь уже веревочка привязана новая. Купили за 700 рублей. Фотоаппарат «Зенит 3». 3. Это интересно, какой-то Гелий 44. Мы его купили за 500 рублей. Здесь еще объектив. Это переходные кольца. Театральный бинокль в отличном состоянии. Все видно хорошо. Купили за 300 рублей. Такая вот фарфоровая чернильница. Вкладкой полностью целая, тоже купили за 300 рублей. Конь-огонь за 150. Такой небольшой, забыл, как его зовут, ЛФЗ. Овчарка, мы их продаем по 700 рублей. Купили за 250. Яблоко стеклянное. Обошлось нам в 200 рублей. Ой, блин, наверное, скол тут здесь, кусочка листика. И вот эта изумительная вазочка нам обошлась в 300 рублей. Здесь золочение, прямо желуди. Почему-то желуди, непонятно почему. А, это получается ветка дуба с желудями. Здесь золочение. Это старенькая. Тоже купили за 300 рублей. Вот такие вот вещи приносят в скупку. Видео немного получилось сумбурное, потому что я спешу на адрес. Потому что там новые вещи, надо быстрее приехать. И людей не хочется заставлять ждать. Поэтому я слишком динамично, может быть, рассказывал. Ну и если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите комментарий и подпишитесь, кто не подписан. Спасибо за просмотр. До новых встреч.